Привет, друзья! По многочисленным вашим просьбам сегодня будет продолжение дегустации еды из магазина «Вкусвилл». Стоит эта еда недешево, поэтому давайте разберемся, есть ли смысл переплачивать. Борщ украинский с курицей. Масса 390 грамм. Состав такой же практически, как и у домашнего борща. Борщ украинский. Стоимость 110 рублей. Изготовлен борщ в городе Москва. Разогрел 2 минуты в микроволновке. Не особо много кусочков курицы, но зато вот овощей не пожалели. Овощей здесь очень много лежит. Сам борщ по вкусу неплохой. Курица какая-то, в общем, по вкусу мне не понравилась. Какая-то она не свежая. Поэтому только из-за курицы могу сказать, что этот борщ мне не очень зашел. Салат с рукколой и моцареллой. Состав здесь полностью натуральный. Масса 150 грамм. Изготовлено в городе Москва. В отдельной баночке находится соус. Салат с рукколой и моцареллой, стоимость 232 рубля. То, что касается вот этих вот шариков моцареллы, то шарики нормальные, по вкусу все, в общем, мне понравилось. То, что касается рукколы, то тоже. Она такая нормальная, не сильно завяла, в общем, съедобное все. Своим вкусовым качеством салат мне понравился. Но единственное только, что, конечно же, очень дорого. Я думаю, даже если бы прийти в ресторан и там вот заказать такой же салат, потому что здесь нету ни мяса, ни креветок, ни курицы, ничего, он бы тоже, наверное, стоил бы рублей 250. Креветки с рисом и соусом карри. Масса 250 грамм. Состав полностью натуральный. Никаких здесь добавок каких-то посторонних я не заметил. Креветки с рисом и соусом карри. Стоимость 298 рублей. Адрес производства – город Москва. Разогрел это кушанье 1,5 минуты в микроволновке. Как мы видим, креветки здесь крупные. Это, скорее всего, что королевские креветки. И они разрезаны пополам. Ну, по всей видимости, чтобы казалось, что их больше. Но минус сразу же я замечаю, креветки эти были не почищены. Вот видны остатки кишечной вены. Возможно, даже ее совсем и не вынимали. Все хорошенько перемешал и попробовал на вкус. То, что касается креветок, то креветки мягкие. Чувствуется, что их приготовили хорошо, они свежие. То, что касается стручковой фасоли, то она немножечко жестковата. Сам рис сварен хорошо, он очень-очень такой длиннозерный. Но вот этот вот соус, он слишком острый. Поэтому вот это вот кушанье не понравится тому, кто не любит острое. Винегрет с квашеной капустой. Масса винегрета 250 грамм. Салат винегрет с квашеной капустой 85 рублей стоит. Изготовлено в Московской области, город Химки. По вкусу все неплохо, но кроме квашеной капусты. Квашеная капуста какая-то уж чересчур жесткая. Ну и сами вот кусочки этой капусты слишком крупные. Было бы лучше, если бы ее порезали бы какой-нибудь соломкой. Смотрелось бы аппетитнее. Все, в общем, есть можно, нормально, но вот квашеную капусту есть невозможно. В этой плошечке находится очень необычный салат Филадельфия. Масса 180 грамм. Салат Филадельфия, стоимость 195 рублей. В составе написано, что в качестве рыбы здесь используется семга. Адрес производства – Московская область, поселок Томилино. По сути дела, это ролл Филадельфия, но только выполненный в форме салата. И здесь даже есть порезанные листы нори. Конечно, если сравнить этот салат с роллом Филадельфия, то в ролле он гораздо будет вкуснее. А также чувствуется, что в соусе очень много майонеза, а сливочного сыра не так уж и много. Рыба мне понравилась по качеству, а вот рис какой-то слишком жестковатый. Такое ощущение, что он был сварен и потом долгое время лежал. Скажем так, еще бы раз я такой салат не купил. Фрикадельки в томатном соусе с рисом. Масса 300 грамм. А изготовлено это все в городе Одинцово, Московской области. Фрикадельки в томатном соусе с рисом, стоимость 148 рублей. Разогрел это блюдо 1,5 минуты в микроволновке. И теперь делаем вот так вот. Перемешиваем рис с соусом. Как мы видим, соуса не пожалели, соуса очень много здесь. Рис длиннозерный, сварен он хорошо. Фрикадельки тоже очень вкусные. Чувствуется, что они на самом деле сделаны из мяса. Единственный минус то, что соуса, как мне кажется, уж чересчур много. Вот рис прямо в нем плавает. Увидел очень необычный черный чеснок. Написано, что его можно использовать для салатов, для соусов, для выпечки. Масса здесь 30 грамм, и он ферментированный. Изготовлено в Ростовской области, город Азов. Чеснок черный ферментированный, одна штука стоит 114 рублей. С виду это обычный чеснок, только он какой-то высушенный. А в разрезе мы видим вот такую интересную картину. Чеснок на самом деле черный-причерный. Запах этого чеснока отличается от обычного. Присутствует еще немножечко такой кисловатенький аромат. Оказалось, он очень мягкий. По вкусу он совершенно не похож на свежий чеснок. И, если честно, свежий чеснок, он какой-то вот такой остренький. И действительно, его можно куда-нибудь добавить, и он будет разжигать как-то аппетит. По вкусу он такой кисловатенький, немножечко чем-то напоминает бальзамический уксус. И он мне совершенно не понравился. Но если, может быть, какой-то соус из него делать, то, может быть, как-то еще будет повкуснее. А вот просто так вот его есть и совершенно невозможно. Ничего хорошего, в общем, нету.
Теперь продегустируем сэндвич с лососем. В составе написано, что здесь используется хлеб датский. Раньше такого не пробовал. Сэндвич с лососем, стоимость 195 рублей. В качестве рыбы здесь семга. Изготовлено в Московской области, город Фрязино. Как мы видим, в этом хлебе очень много семечек. Внутри мы видим огурец, немножечко зеленого лука и кусочки рыбы. По вкусу этот сэндвич мне понравился. Он не сухой, соусом его смазали неплохо. Цена, конечно, не маленькая, но это за счет того, что красная рыба, вот эта вот особенно семга, она очень дорогая. Фуди Тинс. Котлета куриная паровая с картофельным пюре и овощами. Масса 250 грамм. Состав полностью натуральный. Адрес производства – город Москва. Котлета куриная с пюре и овощами, стоимость 188 рублей. Внутри еще находится контейнер с соусом. Поливаем этим соусом котлету с пюре. Разогрел 1 минуту в микроволновке, теперь можно продегустировать. Пюре мне по вкусу понравилось, и вот этот вот сливочный соус, действительно чувствуется, что он сделан на основе сливок, мне тоже понравился. Я бы даже сказал, что эта котлета диетическая, потому что она и паровая, и по вкусу чувствуется, что здесь нету ничего острого. Степень готовности овощей аль денте, то есть небольшая хрустинка присутствует. Решил купить и попробовать вот такую мини-кукурузу. Привезли эту кукурузу к нам из Таиланда. Кукуруза мини, стоимость 235 рублей. Масса этой упаковочки 125 грамм. Эти початки кукурузы нужно только лишь промыть, и уже можно их кушать. По вкусу эта кукуруза мне понравилась. Такой интересный, немножечко молочный вкус, как вот у молочной кукурузы, но она не такая сочная. Если взять вот, например, свежую молочную кукурузу, зернышки, они будут гораздо более сочные. Сэндвич-ролл с лососем и шпинатом. Масса 160 грамм. Изготовлено в городе Москва. Сэндвич-ролл с лососем и шпинатом. Стоимость 195 рублей. В качестве мучного здесь используется лаваш. А семга слабосоленая. Посмотрим, что здесь в разрезе мы увидим. Здесь яйцо, лосось, очень много зелени. А вот это беленькое, было написано, что это сливочный сыр. По вкусу этот сэндвич мне понравился. Единственное только, что вот от шпината здесь попался такой вот очень жесткий стебель, который съесть нельзя. Чувствуется, что все компоненты свежие, и даже вот шпинат, он не вялый, тоже свежий. Рыба по качеству неплохая. Цена, конечно же, слишком завышена. Если бы делать такой же сэндвич в домашних условиях, ну или можно просто сказать ролл, то вышло бы как минимум раза в 3, так точно дешевле. Заливное с говядиной и овощами. В составе написано, что это колбасное изделие, мясосодержащее. И так что, оказывается, заливное – это колбаса. Состав здесь полностью натуральный. Заливное с говядиной и овощами, стоимость 216 рублей. Изготовлено в городе Москва. Как мы видим по составу, мяса здесь не так уж и много. Больше всего здесь овощей. Попробовал на вкус. То, что касается овощей, то овощи очень хорошие. Они с небольшой хрустинкой, сварены, в общем, так, как нужно. То, что касается мяса, то здесь его, конечно же, не очень много. И оно немного такое жестковатенькое. Ну, так как это говядина, поэтому вот даже и купишь говяжью тушенку, ее вроде бы и варят долго, но все равно иногда попадается такая вот жесткая она немножко. Само желе тоже вкусное. Никакой особой остроты здесь не ощущается, и чувствуется, что все компоненты свежие. Пхали из зеленой фасоли. Масса 120 грамм. В составе написано, что используется кенийская стручковая фасоль. Также еще в составе указано, что используется очень много всяких специй. Пхали из зеленой фасоли, стоимость 133 рубля. Изготовлено в городе Москва. Открыл упаковку и сразу же почувствовал пряный запах. По вкусу это блюдо, конечно же, на любителя. Мне, если честно, вкус не понравился. Здесь, по сути дела, одна фасоль, да и к тому же еще куча специй всяких, вкус которых очень сильно ощущается. Лично мне, в общем, это блюдо не понравилось, и 133 рубля, это, как мне кажется, дороговато. Лучше на эти деньги что-нибудь более существенное купить. Японский рисовый сэндвич онигири. Масса его 100 грамм. Здесь написано, что тунец, рис и майонез. Онигири с тунцом в майонезе. Стоимость 128 рублей. В составе написано, что тунец здесь консервированный. И как мы видим, этот сэндвич, он даже не запакован в нори. Видимо, это сделано для того, чтобы нори очень сильно не размокло. Посмотрим, что будет в разрезе. В разрезе мы видим, что здесь только лишь один тунец и рис. Попробовал этот сэндвич на вкус, и он оказался суховатым. Майонеза очень-очень мало, я даже его здесь, если честно, и не заметил. По-моему, вместо майонеза лучше бы здесь бы вообще был бы сливочный сыр. А также еще был бы, если бы огурец, то было бы вообще замечательно. Увидел очень необычные флай-чипсы с морковью. Здесь 40 грамм и написано, что 4 вида зерна. Пекутся без масла, всего 5-7 секунд. Флай-чипсы зерновые, стоимость 67 рублей. Адрес производства – город Москва.
По сути дела, эти чипсы представляют из себя рисовые хлебцы. Бывает, продаются в магазине рисовые хлебцы, вот практически то же самое. А из морковки здесь мы видим вот только лишь чуть-чуть вкрапление морковки. Морковки, в общем, в эти чипсы пожалели. И по вкусу они, ну, так себе, больше всего чувствуется здесь вот, где добавлена приправа, там немножечко так и солененько, и приправлено. А в целом, в общем, такой вкус, ну, такой, как рисовые хлебцы. В общем, конечно же, картофельные чипсы повкуснее, эти мне не очень понравились. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!